Привет! Сегодня иду на хайк, который я считаю самым красивым в Лисиний. По сравнению с вот с которую интересно, сколько вместе с городом проходит. Такие карты, типа стенды. Можно выбрать маршрут, вот, типа легкий и сложный. Но, честно говоря, лично мне этой картой очень сложно пользоваться. Вот, потому что, ну, в принципе, картой пользоваться сложно, поэтому, типа, идея, наверное, для людей сделать попроще, для тех, которые обычно не ходят в хайки, чтобы они такие: о, легко, вот тут на 2 часа я пошел. Но, честно говоря, как раз для этих людей это сложновато, мне кажется. Проще просто табличка, номер маршрута и самое важное, типа там какой набор высоты и длительность. Все. А вот это как-то для профессионалов, короче, у профессионалов у них свои карты есть. Сейчас вообще с OpenStreetMap вообще все идет. Реклама ботинок, но очень выцветшая, потому что это место, ну, такое, типа, также для зимнего отдыха. Но эти штуки, вот эти подъемники, они не работают уже много лет, я не знаю сколько. Когда мы приехали, они уже не работали. Если когда-нибудь соберетесь куда-нибудь гулять на хайк, э, про-тип идти к вечеру или с утра, потому что тогда тени длинные и цвета красивые, а днем очень жарко и не так красиво. Но правда минус состоит в том, что времени меньше, поэтому можно сделать так, чтобы если хайк большой, то ну, чтобы его успеть, выходите когда надо, но чтобы, когда вы возвращаетесь, то вы, ну, шли в вечернее время в районе близком к закату, типа последние 2 часа, 3 часа. Чао, Мокка. Как бы то ни было, они не убирают эти штуки, почему-то не демонтируют. Может, ждут, что глобальное
потепление кончится. Но я так не думаю. Ну, наверное, им ничего не стоит их не убирать. Поэтому они и не убирают. А так это, в общем, деньги, которые, я думаю, никогда уже не вернутся. Для навигации использую OpenStreetMap. Не видно. Здесь коровий загон. Можно зайти, но нужно его закрыть обратно. Идем туда. Еще можно было бы обойти вокруг по дороге, там должна быть другая тропинка. Но мы не ищем легких путей. Коровий водопой. Похоже, что у GoPro кончилась батарейка, поэтому привет, мы не дошли до верха. Не очень много, но не дошли. Теперь, почему я считаю, что это самый красивый хайк в Лисиний? Ну, в общем, это мысль, которая пришла мне в голову, когда я пришел первый раз в это место. Случайно пришел, просто видел эту штуку на горе, решил до нее дойти, пришел, а тут вот такая обсерватория, площадка сделана.
Вот, и с этой площадки очень здоровский вид во все стороны на большую гору Карегу, которая сейчас у меня за спиной. На большую часть Лисини, причем в том виде, в котором она на самом деле есть. То есть самая ее характерная такая пологие холмы, но при этом массивные и такие, скажем так, ну необычные что ли. И при этом природа тут на практически 2000 метров другая по сравнению с долиной. Вот, и всю, в общем, эту красоту видно отсюда. И забираться сюда здорово. Плюс побочные всякие факторы, что есть много разных объектов, как, в принципе, и человеческого создания. То есть артефакты типа этой штуки. Вот, типа вот этот заброшенный, неработающий фуникулер подъемник. Рефуджио тоже немножко страшный, что он заброшенный. Вот, и всякие разные животные, то есть коровки и сурки, которых тоже можно частенько увидеть. И камоши, то есть как они? Не помню, как называется, альпийские козлы. Серна, что ли, она называется. Вот. Ну, вот это все вместе такое концентрированное. И набор высоты, ну, что-то типа 450 метров. Это можно назвать хайком, потому что достаточно нужно приложить усилий, чтобы забраться. И тут мало народу. То есть это не там приехал, машину поставил и вау. И при этом все есть практически. Вот, сейчас садится солнце, и оно сейчас сядет за Монте-Бальдо. И когда воздух более чистый, видно и Монте-Бальдо, который тут рядом, и далекие горы Трентинские, высокие, там в том числе Каре Альто видно. Такой треугольник заснеженный. Он 3500 что ли, или как-то так. Или вру. Ну, больше 3 точно. А еще здесь оба раза, как я был, практически полное одиночество. Поэтому для меня это очень, очень приятный хайк.